Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Вот у меня есть такие 4 контейнера с аулофорусом, да, и был вопрос от подписчиков, а как я меняю воду в них, каким образом. Ну, давайте заглянем в эти контейнеры. Вот, пожалуйста, такие контейнеры. Значит, открываем их, смотрим. Вот, смотрите, червячок, видите, сколько его? Но я уже немного собрал. Второй контейнер. Так, что у нас здесь? Здесь вот тоже есть. Так, и четвертый. Вот видите, я ему утром насыпал толокна, да? Он уже практически все съел. То есть чуть-чуть у него есть. И вот столько я немножко собрал вот там. Ну, такая кучка небольшая. Можно еще немножко взять. Сейчас мы, наверное, так и сделаем. Берем обычный пинцет. И вот таким образом, вот так раз. Вот видите, он сразу начинает прятаться. И сюда его отбрасываем. Немножко каждого берем. Ну вот здесь можно немножко вот так взять. И я вам хочу сказать, что вот прошло 3 дня, как я менял воду, да? И вы можете видеть, какая вода мутная. Вот видите? Она такая мутная. Ну, понятно, попадает какая-то часть корма, и вода мутнеет. Вот раз в 3 дня я эту воду меняю. Каким образом? Беру просто перед тем, как червячка вечером кормить, придерживая мочалки, сливаю воду. Ну, просто в тазик выливаю. И если у меня есть маленький, например, данио, то я эту воду сливаю в колба, у меня специальная есть. И вода отстаивается, там и инфузория, которая здесь есть, она поднимается вверх. Я тогда этой инфузорией кормлю малька. Ну а так как сейчас пока данио нет, я не развожу ее, нет необходимости, то мы просто эту воду выливаем. Вот, пожалуйста, такой обычный таз. Вот, пожалуйста, контейнер, да. Вот я беру вот так вот, придерживая эти мочалочки. Сначала сливаю просто воду, а потом немножко вот так еще поджимаю мочалки. Еще больше воды сливается. Ну, стараюсь практически всю ее так выдавить, чтобы червячок с мочалки не спал. Видите, вот он остался на мочалке. Вот видите, он на мочалке остался. И сейчас так сделаю со всех контейнеров, и потом залью просто чистую водопроводную воду. И покормлю, конечно, его. Практически червячок, он не спадает с мочалки, а он на ней остается. Ну, может, какая-то часть его и упадет туда в воду. Но это не столь критично, там не очень его много. Перед тем, как воду слить, я и всего червяка, который там на стенках остается, я его собираю. И как бы сливается только лишь вода. Вот, пожалуйста. Все контейнеры пустые. Сейчас заливаем обычную чистую воду. Мы не должны забывать, что аулофорус — это, как его еще называют, водяная змейка, да? Тоже живое существо, поэтому, дабы у него не было стресса, мы наливаем воду ему комнатной температуры. Вот я ее набрал с водопровода. Не отстаиваем ничего, просто набираем воду комнатной температуры. Сейчас вы видите, на некоторых мочалках, вот, например, вот там справа, да, он спрятался. Ну, сейчас мы водички налили. Наливаем где-то миллиметр. У меня, видите, мочалки неровные. Ну, где-то миллиметр до уровня мочалки. Не доливаем. Чтобы червячок был и в воде, и в то же время была у него возможность такая вылезти на поверхность мочалки и покушать. Если мы зальем все водой, то, соответственно, корм будет расплываться и будет не очень хорошо. Сейчас еще немного добавим, в одну не хватило. Итак, доливаем недостающую воду. Оп. Тут хорош. Тут тоже хорош. Тут нормально. Сюда можно чуть добавить.
О, мочалка просто неровная. Там нормально будет. Сейчас мы его покормим, и червячок вылезет на поверхность. И все будет у него хорошо. Вот смотрите, видите? Увеличил почти в 2 раза. Вот примерно 1 миллиметр там не достает до поверхности воды. Вот смотрите, уже Аллофорус ползет. Здесь чуть хуже видно. Ну, короче, где-то миллиметр, 2 миллиметра не доливаем до поверхности. Смотрите, воды добавил, и червяк начал вылазить. Он чувствует, сейчас ему будут насыпать кушать. Надо к этому готовиться. Здесь вот увеличился, он, видите, сюда подлазит. Здесь нет, спрятался весь. Но он со временем вылезет. Сейчас мы быстренько подсыпем ему еды. Вот такие, смотрите, овсяные хлопья, ну, вот, которые продаются в магазине. Вот я их перемолол. Они такие, как порошок. И вот так вот беру в руку. И вот сюда, пожалуйста, вот так насыпаю. Смотрите. Раз. Можно даже, я пробовал, можно даже целые хлопья ложить. Червяк, он из-за этого не расстраивается. Он просто, он тоже ее ест, даже целую. Вот. Сейчас пройдет немного времени, минут 20. И я вам покажу, как со всех, ну везде червяк повылазит. И тут, и на другой, в другом лотке. Ну все, я думаю, ему достаточно. Хоть мы немного и отобрали, они быстро размножаются. Завтра к утру уже будет опять очередная партия для мальков этого живого корма. Итак, ну что, прошло полчаса, давайте заглянем. Вот контейнер, в котором практически не было видно червяка. Давайте глянем. Оп, смотрите, он весь, он вылазит, видите? Чувствует, как этот, в цирке тренированные собачки. Раз, кушать дал, они вылезли. Давайте заглянем в следующий. Уже аж, видите, запотели верхние крышки. Ну, здесь чуть поменьше. Ну, вот с краю здесь уже вылазит больше. Так. Давайте сюда еще заглянем. Оп. Вот здесь уже хорошие такие кучки. Так. Ну, давайте и в этот еще в последний заглянем. Оп. Что здесь? Ну, то же самое. Начал уже кучковаться. Видите, вот такие кучки крупные. То есть он уже вылазит. Сейчас по всему периметру этого лотка вылезет. Также подготовил параллельно 2 заказа. Вот один такой небольшой, там меченосцы, Данио, гуппи. И вот здесь тернеция, гуппи, Данио и 2 сомика анциструса небольших. То же самое, рыбка поедет к новым владельцам. Немножко, но приятно. Смотрите, взял я такую небольшую кучку червячка этого. И сейчас мы вот нашим тернешкам молоденьким дадим. Смотрите. Смотрите, что они творят. Видите? Вот они его кушают. Очень быстро растут. И, конечно, цвет у них вообще классический. Лампочка светит, но ничего. Видите? Синие, красные, розовые, фиолетовые. Гляньте, уже ничего нет. Друзья, вот такое небольшое видео. Делитесь с друзьями в соцсетях. Ставьте обязательно лайк. Это помогает продвижению видео на канале и на просторах YouTube. Всем вам спасибо за просмотр. Пока, до встречи на канале Разводня как хобби.